Черный клевер – это тайтл, охватывающий огромные просторы своей вселенной, историю мира, человечества, других рас, существ иного измерения и даже сущностей самой природы. Сегодня мы поговорим о тайнах Черного клевера, которые до сих пор интригуют читателей этой манги, а о некоторых, возможно, даже кто-то и не подозревал. Но также напоминаю, что почитать свою любимую мангу Манхуа вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки и анимешники, у микрофона Зик, а вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Думаю, всем фанатам данного тайтла хорошо известен этот персонаж. Она чересчур стеснительная, а в начале повествования мы впервые ее увидели как огромного громилу. Но известно ли вам, как зовут эту девушку? И кто-то скажет, да это же Грей. Но как бы не так. Грей это всего лишь псевдоним, то как ей хочется, чтобы ее называли, а настоящее имя нам все еще не было раскрыто. Ибо, как видно из профиля персонажа, реальное имя Грей неизвестно. А ведь представьте, прошло уже достаточно много времени с того момента, как нас с ней познакомили. Да что уж там, в манге стартовала финальная арка повествования, а ее настоящее имя нам все еще не раскрыли. Но скорее всего, раз уж Грей неравнодушна к Гошу и эта любовная линия продолжится, тогда не за горами не только раскрытие их истинных чувств, но и раскрытие настоящего имени Золушки Грей. Следующая тайна у нас связана с Личитой. Совсем недавно мы кусали локти и думали, кто же является матерью главного героя, но сейчас нам это уже известно. Вот только что все еще неизвестно, так это откуда и когда взялось так называемое проклятие или особенность тела Личиты. Ведь в пределе определенного расстояния она бесконтрольно может поглотить всю ману и жизненную энергию любого существа, будто человек, манозверь или же дьявол. Пока неизвестно, была ли у мамы Аста подобная особенность с рождения или же это было приобретено после некоторого случая, потому что будь такой с Личитой, как только она родилась, тогда бы она просто не смогла выжить, так как за ней некому было бы присматривать. И из этого стоит предполагать, что подобная особенность или же проклятие было получено уже после взросления в ходе столкновения с кем-то. Возможно, даже в этом замешана следующая тайна, а именно тайна отца Асты. Споров о том, кто бы это мог быть, было довольно много, от того, что это мог быть обычный человек, дварф или же один из трех правителей преисподней, верховный дьявол Астарот. Сам я больше приверженец того, что отцом Асты все же является дьявол времени. Про это у меня даже был отдельный ролик на канале, ибо в таком случае хорошо можно было объяснить схожесть главного героя и дьявола Либия, да и к тому же именно близкая связь человека и дьявола могла стать причиной появления проклятия у Личиты. Но хоть это достаточно приятные выводы, однако эта информация все еще является фанатскими домыслами. Также очень интересно понять, на чьей вообще стороне стоит Астарот, ведь все мы знаем, с какой целью Люциус использует высших и не только дьяволов. Он использует их как сырье для создания паладинов и сотворения нового человечества, не знающего смерти. Но со слов антагониста, дьявол времени сам показал, как ему достичь результата по сотворению идеального мира. Все это не дает нам точного ответа, так что мотивы цели этого верховного дьявола для нас остаются пока загадкой. К подобным рассуждениям можно притянуть еще одного персонажа, а именно высшего дьявола Адрамелиха. В отличие от двух верховных, которых контролирует Люциус Загратис, то есть Астарота и Люцифера, Вельзевул же до сих пор находится в теле Лили Акварии. Этот отличается от них. Среди всех этих верховных Адрамелих единственный высший дьявол, который подчиняется антагонисту с момента выхода из преисподней, а сама их договоренность или же нечто другое произошла заранее в преисподней, так как нам уже показывали, что Люциус может являться в этом измерении. Но самый главный вопрос, как и на каких условиях этот высший дьявол согласился работать на антагониста? Он ведь наверняка знает, для чего ему нужны дьяволы. Вероятно, его работа на 4-го Загратиса связана с тем, что Адрамелиху была гарантирована безопасность. Или же этот высший дьявол преследует свои цели, и тогда Адрамелих становится еще более загадочным. И я прям на 100% уверен, что Табата раскроет нам его истинные замыслы, ведь этот дьявол был добавлен на цветной разворот последней главы, где его присутствие навевает только еще больше загадочности. Следующей немаловажной тайной является истинный возраст темной триады, ибо что Ваника, моя
моя любимка. Что Зенон, что Данте, всех их троих был скрыт возраст. И лишь только известно, что четвертому Загратису было 44 года. Это само собой подталкивает нас к вопросу, действительно ли темная триада принадлежит этой временной линии. Ибо согласитесь, очень странно, что для плана Люциуса по созданию нового человечества потребовались именно магия костей, плоти и крови. И именно с такими магическими способностями были рождены родственники антагониста. Как-то слишком удобно. А точно ли темная триада является братьями и сестрами Люциусу? Возможно, эта троица и правда связана родственными узами с антагонистом, но точно ли они принадлежат именно этой временной линии? Поскольку если эта тайна раскроется, тогда это может наглядно показать нам более масштабные возможности злодея с манипуляцией времени. И в случае проигрыша Люциуса я бы очень хотел, чтобы он воспользовался возможностью отката времени. Такой ход со стороны автора был бы очень смелым и интригующим. Следующая тайна связана со стихийными духами вселенной Черного Клевера. Всем известно, что их всего 4. Дух огня Саламандра, находящийся сейчас у Фулгулиона Вермиллиона. Дух ветра Сильфида, находящийся у Юна Гринбериала, а точнее у души сына эльфа Лихта. Дух воды Ундина, подчиняющийся Лалапичике, королеве королевства сердца. И дух земли, пока еще не названный и не имеющий своего владельца. Хотя может быть он и есть, просто нам этого персонажа еще не показали. Ранее предполагалось, что дух земли может выбрать в качестве своего владельца Сол из отряда Голубой Розы. Но после того, как Саламандра избрала Фуэгулиона, становится как-то слишком жирно для королевства Клевера пока обладать сразу 2 стихийными духами. По моему мнению, есть всего 2 региона, в котором может находиться это мана-существо. Либо в королевстве Алмаза, о котором давным-давно ничего не известно. Хотя с той легкостью, с которой Зенон уничтожил сопротивление этого королевства, его там может и не быть. И остается только последний вариант. Это страна дварфов, родина Чарми. О ее существовании Табата нам неоднократно намекал, а значит раскрытие последнего стихийного духа может стать отличной причиной для того, чтобы ознакомить читателей как с прошлым Чарми, так и продемонстрировать нам новую локацию, страну дварфов. Ну и конечно, говоря про тайны, я не мог упомянуть самого Люциуса, 4-го Загратиса, первого человека, который именно что родился с 2 душами в одном теле, ибо остальные случаи являются либо перерождением, либо реинкарнацией. Основной антагонист, будучи прикованный к инвалидной коляске, сумел завладеть либо же договориться с одним из верховных дьяволов. Его перечень тайн поистине огромен, ведь нам все еще неизвестно, как он в принципе пришел к тому, что ему удалось очистить силу дьявола, каково его прошлое, как он сумел заманить на свою сторону Адрамелиха, что он сделал со Старотом, насколько влиятельна была его семья, поклоняющаяся дьяволам, как ему удалось, не вызывая вопросов, внедрить Юлиуса Новокрона в королевство Клевер, у которого на минуточку в королевстве не было никаких родственников, кому еще пришлось промыть мозги в Клевере для достижения своей цели и кто потенциально может еще являться предателем. Почему он сам не убил Асту в тот день, а доверил это пространственному магу? Как он может свободно перемещаться в преисподнюю? И так можно продолжать еще очень долго. Уверен, что он таит в себе еще столько всего, о чем мы даже еще не подозревали. И раз уж Люциус основной антагонист тайтла, тогда я хочу, чтобы Табата раскрыл его надлежащим образом. Что ж, надеюсь, вам понравился ролик, я не сильно нагрузил ваши головы. На самом деле Черный Клевер скрывает в себе еще много нерассказанного, но здесь я подобрал те тайны, которые заинтересовали именно меня. Было бы неплохо, если бы вы написали те моменты, которые интересуют именно вас, и тогда вторая часть не заставит вас долго ждать. И также не забывайте, что почитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующий ролик. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока.